Игровой 16-дюймовый ноутбук от компании Ninke, который имеет процессор AMD Ryzen 7, видеокарту AMD Radeon 680M, систему охлаждения с двумя вентиляторами и медным модулем, 16 гигабайт оперативной памяти и 1 терабайт внутренней, возможность апгрейдить ноутбук до 64 гигабайт ОЗУ и 4 терабайта ПЗУ, дисплей с 2,5К разрешением и частоту обновления экрана в 165 Гц, модуль Wi-Fi 6 версии, 100-ваттное зарядное устройство, клавиатура с цифровым блоком и подсветкой, металлический корпус, и это только небольшая часть того, что можно прочесть в рекламе к ноутбуку под названием Ninke A16. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в черной коробке из плотного картона, на ней есть только минималистичное изображение модели. Пакинг максимально обыкновенный, упаковано все неплохо. Я приобрел комплект, в который входит сам ноутбук, блок питания GAN на 100 Вт, длинный кабель для зарядки с Type-C на Type-C, а также обыкновенный коврик для мыши и сама Bluetooth мышка. Ноутбук упакован в защитную пленку. Сразу отмечу, что тест на MacBook данный ноут прошел. Его спокойно можно открыть одной рукой. Габариты устройства 355 на 248 на 26 мм, а вес 1 кг 870 граммов. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого еще разыгрывается смартфон Honor Magic 5 Ultimate. Условия в ролике по ссылке в описании. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там много всего полезного. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к ноутбуку. Ninke A16 имеет стильный дизайн. Он довольно строгий, что, как по мне, является плюсом. На корпусе можно заметить надпись Ninke, выступ для удобного открытия крышки и антискользящие ножки. Корпус выполнен из металла. Корпус не марки, качество материалов отличное по ощущениям. Сборка ноутбука хорошая, ничего не люфтит и не скрипит. Крышка может открываться на 180 градусов, что является плюсом для работы стоя или в других ситуациях, которые вы сами можете себе смоделировать. На корпусе, кроме вышеперечисленного, также они расположили два Type-C порта с поддержкой вывода аудио и видео, а также Power Delivery версии 2.0, один HDMI, разъем для зарядки DC-in, два USB-A порта и разъем на 3,5 мм для наушников. Кенсингтонский лок не предусмотрели, как и порта под интернет, за что минус. Далее клавиатура с цифровым блоком, но с урезанными клавишами управления курсором. Стрелочки. Удобно, что русские буквы выполнены лазерной гравировкой и клавиатура имеет два режима подсветки. Подсветка достаточно яркая, в темноте проблем в использовании клавиатуры нет. Ход клавиш хороший, звук постукивания мягкий и довольно тихий. Печатать комфортно и тачпад, который сместили ближе к левой части ноутбука под руками, не мешается. Сам тачпад средних размеров, а именно 129 на 90,9 мм. Тачпад, к сожалению, с глянцевым покрытием, но я предпочитаю тачпады с матовым покрытием. Далее, данная модель имеет встроенную HD веб-камеру с разрешением 720p. Механической или системной шторки приватности здесь нет. Качество передачи видео, конечно, не самое лучшее, что я встречал, но его более чем достаточно для видеозвонков. По звуку все отлично. Имеется 4 динамика, 2 расположили по бокам от клавиатуры и 2 на нижней части корпуса, на дне. Качество звука достойное, громкости более чем достаточно для просмотра фильмов, прослушивания музыки. Встроенный микрофон отрабатывает хорошо, проблем во время видеозвонков я лично для себя не обнаружил. Ноутбук оснащен IPS-экраном на 16 дюймов с разрешением 2,5К 2560 на 1600 пикселей. Экран имеет матовое покрытие, боковые рамки небольшие, в целом как и верхние. Соотношение сторон 16 к 10, цветовой охват 100% DCI-P3, а плотность пикселей 186 ppi. Частота обновления экрана максимум 165 Гц, также можно выбрать 82,5 Гц, 60 Гц или 2 динамических режима, за что плюс. Подсветка равномерная, яркость стандартная в 350 нит, яркости хватает для использования ноутбука в помещении. А вот на улице яркости вам будет, скорее всего, не хватать. Цветопередача приятная, для игр и повседневного использования она однозначно подойдет, как и для легкой работы с фотографиями, но не более. Перейдем же к железу. Процессор здесь установлен Ryzen 7 7735HS. Он имеет 6-нанометровый техпроцесс, 8 ядер, 16 потоков, 16 мегабайт кэш-памяти третьего уровня, базовую тактовую частоту в 3,2 ГГц и максимальную частоту в 4,75 ГГц. В стоке есть 3 режима работы, такие как турбо на 55 Вт, офисный режим на 35 Вт и баланс на 45 Вт. Видеокарта на борту AMD Radeon
680M, разумеется, интегрированная с 12 ядрами и частотой в 2200 МГц. Для удобства есть приложение AMD Software, в котором можно настроить работу видеокарты, дисплей, оптимизировать память и не только. За охлаждение отвечает здесь два вентилятора с медным модулем, оперативная память DDR5 на 4800 МГц, на 16 ГБ интерфейс SODIMM, накопитель BIWIN P3822 SSD NVMe на 1 ТБ с интерфейсом PCIe версии 4.0. Расширить ОЗУ можно до 64 ГБ, вставив две плашки по 32 ГБ. А для внутренней памяти также предусмотрен еще один разъем M2. Проще говоря, апгрейдить можно без проблем. Ко всему снимается нижняя крышка тоже без проблем. То есть все это довольно быстро, удобно и просто. На выбор есть конфигурация на 16 ГБ плюс 1 ТБ и 32 ГБ плюс 2 ТБ. По связи поддерживается Wi-Fi 6 серии, установлен модуль Intel AX201. Сигнал хороший, скорость загрузки и выгрузки неплохая. Bluetooth используется в версии 5.2, операционная система в стоке Windows 11. Летим дальше. Емкость аккумулятора 83 Вт-часа, полный цикл зарядки от родного адаптера питания у меня занял 1 час 30 минут. За 1 час просмотра видео на YouTube на 100% яркости и с 50% громкости динамиков уходит в среднем 37% заряда. В Apex за 30 минут в тех же условиях на средних настройках графики уходит в среднем 75% заряда, в CSGO за 30 минут уходит 35% заряда. Играть без подключения к питанию комфортно только первые 50% заряда, дальше ноутбук будет экономить и все будет подфризивать. В подобные шутеры играть можно, но на средних настройках графики или ниже. Разумеется, подлагивание и микрофризы есть, PUBG дела обстоят слегка лучше, меньше тормозов и более стабильная работа, так же как и в Лиге Легенд или Доте 2. Подобные игры даются проще данной модели. Если говорить о нагреве, то он в пределах нормы, только вот система охлаждения в основном работает на максимум. Из-за этого шума от него напрягает, если не играть в наушниках. Перейдем же к тестам. В Geekbench 6 в OpenCL Score 20970, Vulkan Score 20128, Single Core выдал 1617, в мультикоре 7177, в Crystal Disk Mark чтение 3562 МБ в секунду, а запись 3139 МБ в секунду, что является хорошим результатом. Cinebench R23 выдал в многоядерном тесте 8491 PTS, а в одноядерном 80 PTS. В PC-марке Extended общая оценка 4587 баллов. Результат прогонки на автономность в PC-марке Modern Office выдал 5 часов 56 минут, что в принципе неплохо. Минусы: нет порта под интернет, нет защиты от кражи, тачпад с глянцевым покрытием, на вкус, как говорится, и цвет, нет шторки приватности, относительно маленькое время автономной работы. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылке в описании. Всем огромное спасибо за просмотр. Резюмирую: ноутбук Nincare E16 хороший выбор, плюс за то, что его можно без проблем апгрейдить, за экран с частотой обновления 165 Гц, 4 динамика, полноценную клавиатуру с подсветкой, удобный тачпад, хорошую сборку и неплохое железо. Еще раз огромное спасибо за просмотр, от меня девайс сюда, добра и удачи вам, дорогие друзья.